Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками. Андрей Баумейстер, украинский философ на связи. Андрей Олегович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Андрей Олегович, я, понятное дело, хочу с вами обсудить для начала речь валдайскую Путина. И, знаете, не сколько саму речь, потому что, хотя это тоже интересно. Интересна структура, интересно, как отличалась, грубо говоря, программная речь от работы в интерактиве, ну, что называется, да, общение с людьми. Я, если честно, поймал себя на мысли, может быть, это такая зазорная мысль, но сама трансляция даже была, да, вот мне напоминало это «Квартал 95» в лучшие годы. В каком смысле? Лица людей, которые слушали Путина. То есть где-то посмеиваясь, где-то, собственно, вникая. Ну, такие отзывчивые лица на самом деле. Это очень красиво в свое время использовал Зеленский, поэтому, собственно, его студия и набрала такую популярность. Я увидел просто этот ход, да, чисто такой телевизионный. Но я заметил еще одну очень прискорбную для нас вещь. Четвертый год войны, а аналитики нет в Украине. То есть, когда разные телеграм-каналы говорят, вот, там, бункерный дед, туда-сюда, в общем, так долго сидит, выступает, ты понимаешь, что стратегирование, как понятие, в Украине отсутствует. Хотя, вот Зеленский своими поездками и вообще, ну, как бы, Украина, да, она же должна опираться на какую-то стратегию, ведь это всячески пытаются продемонстрировать, а получается у нас опять казаться, а не быть. Какие впечатления у вас от Валдая и на что вы обратили внимание? Э, Да, еще раз добрый день. Я смотрел только фрагменты, скажу честно, потому что там трансляция обычно около 4 часов, 3,5, с разными вопросами. И действительно здесь важно смотреть не только на то, что сказано, а как сказано. Определенный антураж, э, шутки иногда удачные, иногда неудачные. Но вы так сформулировали вопрос, что вы дали уже ответ. Ну, действительно, ну, в мои впечатления, что Путин чувствует себя уверенно, что он смотрит сверху вниз на своих европейских коллег, что он дает понять, что стратегические шаги – это прерогатива, как он думает, России. Ну, естественно, он много шутит, но шутки вызваны вообще абсурдной картиной, в которой мы сейчас находимся. Потому что на другом конце Евразии, если можно так сказать, большое интервью Макрона, например, громадное на весь лист немецкой прессе, где Макрон дает новые поводы к иронии, потому что кроме оценки ситуации во Франции, он много высказывается о России как структурной угрозе для Европы. И в этом большом пассаже он объясняет, в чем состоит эта структурная угроза. От и до. То есть, я могу это перечислить. Россия угрожает выборам в европейских странах, вторгается в выборы, ведет гибридную войну с Европой, наводняет публичное пространство Европы фейками и дезинформацией. А поскольку, говорит Макрон, мы открытое общество, мы публично ведем политику, информационную политику, мы не можем этому противостоять. И в конце концов вмешательство России, да, и свиные головы, подброшенные у синагоги, это тоже группы, связанные с Россией. Плюс он говорит о невидимых безликих ботах российских, которые создают вот эту ситуацию очень опасную. Ну и, конечно, нарушение неба, самолеты, дроны и так далее. Это и в Валдае обсуждалось, и на эту тему Путин иронизировал. Я почему привел здесь Макрона? Потому что подобные высказывания, они все время дают материал для подобной иронии.
Да, Путин диктатор. Он играет роль такого ироничного, иногда снисходительного, иногда такого с металлом в голосе диктатора. И здесь он приобретает очки не только для внутренней аудитории, но и для внешней. И одновременно с тем, что я сказал, например, высказывание Макрона, тут же вот Deutsche Welle публиковала материал, что 4 страны Европы, эту новость все знают, но я после вчерашнего интервью Макрона еще раз приведу. 4 страны Европы потратили больше на СПГ России с 22 по 25 год, чем на помощь Украине. И в эти страны входит, кроме Голландии, Испании, по-моему, Бельгии, Франция. То есть Франция с 22 по 25 год активно закупает сжиженный природный газ в России, но одновременно заявляет о постоянных угрозах и необходимости нанесения России экономического урона. И чаще всего это делает один и тот же человек, Макрон, например. И тогда возникает вопрос, как это оценивать? Вот если мы, например, европейские аналитики, или украинские аналитики, или российские аналитики, здесь что-то не сходится. И мне кажется, в этом есть большой смысл, когда не сходятся логические связи. Мы можем желать угрозы, урона экономического России, тратя денег больше на закупку там сжиженного природного газа, чем на помощь Украине, например. И там достаточно серьезные разрывы в цифрах. Вот, поэтому, возвращаясь к Валдаю, вот я, честно говоря, для меня это тоже теневая сторона современной политики. Я это рассматриваю как элемент общей картины. Общей картины, вот давайте сейчас я завершу это рассуждение, это, собственно, пазл. Это высказывание Трампа, которые часто граничат не с 95-м кварталом, а с каким-то жанром комедийных сериалов. Одновременно часть этих комедийных сериалов может разразиться в очередную войну или бомбардировку Ирана, например. То есть здесь шутки, а здесь могут быть жесткие какие-то моменты. Это абсурдное высказывание европейских политиков. Это ирония Путина, и здесь тоже непонятно, где правда, где ложь. И здесь тоже трудно определить одно от другого. И я смотрю подобные вещи для того, чтобы пытаться уловить, прочитать между строк, понять тенденции. Но это все всегда очень размыто. У нас очень мало данных, чтобы выстраивать общие картинки. Вот вы сказали о стратегии. Здесь, например, завершая Украину, здесь два момента. Первый момент. Украина изначально поставила себя в ситуацию отсутствия анализа. Это еще до 22 года. Если возникают материалы или цитаты высказываний Путина, Лаврова или там каких-то известных аналитиков России, всегда приставки «как бы», «если бы», «мнимый», вот эти вот все альс-оп. Всегда это представляется в очень карикатурном виде. Карикатура на оппонента, карикатура на врага, на умного врага, да, на врага, который ведет достаточно продуманную стратегию относительно Украины, это глупо. Но внутри Украины, другой аналитики быть не может. Потому что могут обратить внимание на то, как ты сказал, симпатии к врагу или к пропаганде в пользу врага. В 22 году такое уже было. То, что власти позволялось, ряд журналистов страдали от того, что, например, анализ ситуации реальной на фронте – это там воспевание вражеской армии. В России, кстати, тоже зеркально действует этот момент. Поэтому я бы встречный вопрос вам задал. А как украинский журналист может или аналитик может анализировать ситуацию? Он скован на уровне языка. У него нормирован язык. Враг должен быть тупой, ограниченный. Он должен вести войну, которая его внутри разрушает. Мы должны быть уверены, что Россия разрушается.
что там нет ничего человеческого, никаких как бы личных начал там нет, там вообще нет ничего цивилизованного. И вообще это тень цивилизации, как говорят наши некоторые интеллектуалы. Мгм. Ну, Тень цивилизации — это очень хорошая формулировка, да. Смотрите, тут есть определенный момент, о котором нужно реально подумать и поразмыслить, и вот что конкретно анализировать, да, и что препарировать с точки зрения перспектив и дальнейшего, ам, давайте так, дальнейшего стратегирования человеком, да, который находится или в Европе, или в Украине, или там где-то в другом месте, чтобы он как-то строил планы на жизнь. Война между Россией и НАТО. Насколько сейчас вероятно? Мы видим, что дроны не залетают. Это вот такое сленговое выражение. Я имею в виду вот эти, как новогодние елки, гуляющие там над Данией, над Северной Европой, да везде, собственно, да, и Германия тоже отмечена была. То есть мы видим, вот эта истерика, она как бы не продвигает историю с войной. Ну, то есть дальше мы видели и слышали, это тоже на это надо обращать внимание, о ряде заявлений, предваряющих или срывающих ряд провокаций. Ну, мол, там Россия говорит, украинцы сейчас ударят дронами по Румынии, например, да, или там какая-то операция в Польше под чужим флагом. Украина говорит, да нет, это россияне сделают вместе с белорусами, это не специально так сказали. То есть мы видим, что дронов не хватает, нужно нечто большее. Макрон, которого вы упомянули, ну вот этот вот абордаж судна, да, танкера, потому что там, видите ли, в общем, шел себе танкер, да, теневого флота. Теневой почему? Потому что застрахован не в Британии, ну, условно. И вот этот Макрон, который закупает энергоносители, он его как бы тормозит и оправдывает, говорит, смотрите, да, им нечего предъявить. Ну, то есть, вот там запускались дроны. Зеленский выходит, говорит, дроны запускались с танкера. Проходит несколько дней, танкер какой-то задерживают. Я 100% уверен, что их там помурыжат и отпустят. Потому что Макрон вышел, говорит, ну хотя бы на несколько дней вот мы задержали эту поставку в Индию российской нефти. Но это уже как бы, да, урон. То есть, вот как бы дело сделано. То есть, а повод это вот эти дроны. Кажется ли вам, что сейчас наступает время каких-то больших провокаций? И действительно ли вот этот бумажный тигр, это тоже интересный момент, да, то есть Путин говорит, бумажный тигр, мы воюем со всей европейской НАТО или со всем НАТО, да, одни. Ну, если мы бумажный тигр, то так разберитесь с нами, в чем вопрос. И вроде как простая такая мысль, но ты понимаешь ее глубину. Есть ли перспективы войны России и НАТО, и что может последовать вот этим спусковым крючком, как вам думается? но прежде чем ответить, я вернусь к бумажному тигру и войной с НАТО. Дело в том, что когда цитируют СМИ вот это высказывание, или появляется короткий видео Путина с этим титром, это не совсем соответствует тому, что говорил Путин, когда произносил эту фразу. Потому что в контексте надо еще раз пересмотреть. Он говорит о высказывании Трампа. Вот это вот интересно. Почему я смотрю подобные трансляции? Он сказал, что да, вот Трамп сказал, это вопрос прозвучал его собеседника, аналитика, что Россия бумажный тигр. Но у нас с Трампом свои отношения. И это было сказано тоже определенным тоном. Поменялся тон, и здесь важно понять, каким тоном это сказано. И потом Путин вложил эту фразу как продолжение высказывания Трампа о России. Что, возможно, Трамп сказал, что если Россия бумажный тигр, ну так идите и попытайтесь ее завоевать. То есть в контексте фразы, и я думаю, что комментаторы могут меня критиковать или могут еще раз промотать эту фразу, фактически она сказана в контексте истолкования намерений, интенции фразы Трампа. А именно, что Трамп сказал, ну что если Россия бумажный тигр, так значит с ней просто легко очень разделаться. Но это обращалось не к странам НАТО,
непосредственно не к Америке как таковой, а к ЕС и к Украине. Но если это бумажный тигр, ну тогда вы можете успешно с ним работать. А это не высказывание Трампа, так Путин это толкует, что Трамп сказал, что Россия бумажный тигр. Там если она бумажный тигр, ну тогда воюйте. И после этого Путин продолжает свое высказывание. Почему я на этом остановился? Потому что очень часто все решают нюансы. И действительно, до сих пор многие аналитики еще не успокоились вот этими анализом фраз Трампа о том, что же он имел в виду, когда говорил о том, что Украина может отвоевать, вернуться к границам 91 года и пойти дальше. До сих пор непонятно, что он высказывал. А теперь ваш вопрос. О вероятности войны между НАТО и Россией я высказаться совершенно не могу, потому что мы не обладаем никакой информацией. Но то, что является фактом, а именно информационная война, которая действует, которая разворачивается на грани, например, на днях отменили несколько рейсов в Мюнхенском аэропорте. Возникают сбои в европейской инфраструктуре. Вот давайте продолжим этот список. Если будут экономические проблемы у европейских стран, в первую очередь у той же Германии или Франции, например, Люфтганза увольняет несколько тысяч сотрудников. А Люфтганза из-за того, что она дорогая для Восточной Германии, снимает и отменяет свои представительства или свои, как бы, часть работников увольняет в Восточной Германии, в Лейпциг, Дрезден и так далее. И будут накапливаться недовольства. И это соединение, очень дьявольское соединение освещения внутренних проблем с внешней угрозой. Когда мы создаем ситуацию страха, мы понимаем, что часть нашей системы функционирует плохо, какие-то выборы странные. Вот в Молдове, это не европейская страна, но в принципе это страна-кандидат. Но хорошо выборы в Молдове, во Франции не все в порядке, в Германии не все в порядке. Я уже не говорю о других странах. И вот в этой ситуации опасно то, что нагнетание чувства страха, с одной стороны, у европейцев, которое создается искусственным образом. Еще раз. Нагнетание страха, которое создается искусственным образом. Это нагнетание страха явно связывается с внешним врагом, с внешней угрозой, а именно военной угрозой. И третий элемент системы. Все наши проблемы, нарушения в выборах, массовое увольнение, проблемы с экономикой, дисбаланс, плохая работа инфраструктуры, тоже привязывается к страху и к внешней угрозе. При такой привязке можно постоянно усиливать страх и недовольство собственных граждан. Вот этот страх и недовольство собственных граждан должно приводить их, этих граждан, к мысли, что демократия, конечно, хорошо, у нас демократия, у нас открытая система, и у нас социальное, как бы социальное государство, но поскольку угроза выросла до такого уровня, нам необходимо отчасти отказываться от каких-то наивных демократических установок. Мы должны больше обращать внимание на милитарную часть нашей жизни. Мы должны обсуждать вопросы о воинской повинности, о увеличении затрат на вооружение. Вчера мы обсуждали увеличение затрат на вакцины, сегодня затрат на вооружение. И это позволяет нам стратегировать, используя хаос, нагнетание страха и внешнюю угрозу в каких-то своих целях. В каких я не могу сказать. Потому что как только я это буду с вами проговаривать, это уже будет теория заговора, это не научно. Но я вижу, это не научно, потому как у нас нет, мы можем строить косвенные заключения, да, косвенные выводы. Можно сказать, что европейцев готовят к чему-то.
это явно. Лидерам европейским, Брюсселю, скажем так, выгодно такое нагнетание страха, которое понижает уровень трезвости, анализа и понимания собственных нужд, в первую очередь, какие нужды европейцев. Очень высокие налоги, уже достаточно низкие доходы. Все главные пряники европейской системы в прошлом. А именно общество благосостояния. Вот только что Макрон тоже в интервью говорил. Он говорит, я твердо верю. И перечислил этот пакет, который является пакетом 60-х, начала 80-х годов. Это общество благосостояния. Это более или менее взрослые люди в политике. Которые, кстати, те взрослые люди проводили сбалансированную политику относительно Советского Союза. Вот давайте сравним просто. Да? Советский Союз явный враг. Но как ведет себя Хельмут Шмидт, или как ведет себя Миттеран, или как ведут себя другие европейские политики, находясь фактически на линии соприкосновения с враждебной системой, ядерным государством. А они ведут себя очень странно. Они идут на сближение с Советским Союзом. И с одной стороны голлизм, так называемый, позиция де Голля, быть третьей силой между Соединенными Штатами и Советским Союзом. И позиция немецких канцлеров, которая всегда направлена на снятие напряжения. То есть вчера зрелые люди, управлявшие Европой, двигали корабль в сторону меньше психоза, меньше конфронтации, больше открытости и больше вот такого взрослой трезвости. Мы понимаем, что мы не выиграем у той системы войну, и мы должны исходить из данностей. Да, это чужая система. Да, эта система может угрожать, потому что были танки в Праге, были танки в Будапеште, они вошли в Афганистан. Но при этом наша позиция – работа с данностями. Мы должны, с одной стороны, на внешней политике вести политику очень взвешенную, вести диалог с советской системой, а внутри показывать советской системе, что мы успешны. Вот это старая модель. И немецкое чудо, и развитие Франции до какого-то периода, до 1968 года и так далее, кризиса, показывает эта система. Что сейчас? Вот я буквально, потому что многие люди забывают это. Вот тогда и сейчас. Сейчас у власти истерики или люди безответственные в Европе. Они ведут политику конфронтации в первую очередь информационной и психологической. Они нейтрализуют все нецентристские в кавычках политические движения. Они объявили радикалами всех, кто чуть-чуть в сторону от того, что они называют центром. И Макрон тоже в этом интервью говорил. И во Франции, и в Германии. Например, там нету ни одного выпуска солидной немецкой газеты без страшилок об АфД. Ну нету просто. Перед молдавскими выборами в Молдове, 5 дней громадные листы нагнетали обстановку в Молдове. Ну и так далее и тому подобное. Вот если мы будем держать это в голове, что вчера, что сегодня, мы увидим, что поменялись политики. Но то, чем могла похвастаться Европа тогда, общество благосостояния, развитие, относительно демократическая система, определенные гарантии для своих граждан на будущее, на хотя бы десятилетие вперед. И европеец тогда жил в ситуации защищенности, понимания истории успеха, понимания того, что его внуки будут жить в более успешной гарантированной системе. Сегодня среднеевропеец понимает, что времена благосостояния прошли, будущее неопределенно, политики безответственны, ситуация в экономике ухудшается, и возникает все больше ситуация психоза. Вот я вас подвел к этому уже, а пусть выводы делают наши зрители. Мой вопрос, зачем это европейским элитам? Зачем это Брюсселю? Андрей Я не... Андреевич, а вы меня можете переубедить, если я выскажу вот такую точку зрения? Что это все цирк, игра, напускное?
Ну вот по большому счету, да. То есть среди тех проблем, которые вы перечислили в Европе, тут еще есть фактор такого темнеющего населения, ну прям по цвету кожи. Это прям очень такая специфика своеобразная, да. Отсюда мы видим Грету Тунберг, которую в очередной раз задержали с флотилией свободы в Палестину, и вот эту тему, которая стала, ну, безусловно, тему трагедии территории, людей, народа, ООН, которая признает геноцидом, прям важная тема. Но ее опять раскрутили как модную, как вот инфодемию, как вот это вот, да, то есть у нас Я, Александр, вижу картину через несколько десятилетий. Значит, Грета Тунберг отвечает свое 80-летие попыткой прорваться, значит, в это самое, в Палестину на каком-то корабле. У нее берут интервью, и она говорит, что она с новыми как бы оптимистическими ожиданиями пытается все-таки туда прорваться. Это похоже на долгоиграющую полосу. Вот это вот часть нашего абсурда, в котором мы живем. Ну, то есть, понимаете, и это все заигрывание. Точно так же, как и война с Российской Федерацией. Нет, одно дело отмыть деньги и, ну как отмыть? Потратить, конечно, там, с дронами, с вот этими бомбоубежищами, с вот этой всей историей, давайте там заводы сделаем. А другое дело реально воевать. Кажется, что это просто разные вещи. И вот эти люди, о которых вы говорите, ну вот поколение политиков, да, условно, европейских политиков, которые сейчас и которые там были во время Советского Союза, ну, слушайте, этим просто нужно отмыть, заработать и как бы вот таким образом выступить. А государственничество или там позиция государственника, это сейчас вообще не модно. Ну, потому что, ну, а что, все размылось. То есть, что, есть французы во Франции, там все намешаны. Что, есть словаки в Словакии, они, Контрреволюционные вещи говорите, ну, по Александр. большому счету, все Ну, европейцы. контрреволюционные вещи. Но, не, ну, звездочка, ну, по сути. Ну, вот если бы, понимаете, вот это преимущество YouTube. Вот если бы мы с вами вели беседу на французском, немецком, австрийском телевидении, там, не знаю, датском телевидении, ну, это бы, да, отключили бы свет и выгнали бы вас. Скажешь, о чем? Да? Что, откуда вы приехали? Что вы говорите такое? Это вообще запрещено, понимаете? Что это вы говорите? Поэтому я не подписываюсь, не принимаю все эти Нет, рассуждения. я прошу просто, ну, переубедите, ну, что это не так. Ну давайте так. Давайте сейчас пойдем на второй уровень аналитики. Попытаемся чуть-чуть. Вы утверждаете, хотелось бы таким интонацией, как Воланд на Патриарших прудах. Вы говорите, что его не существовало. Вы хотите сказать, что эти политики достаточно элементарны. Они просто зарабатывают деньги. Акции, рост их акций – это страх их граждан. Воевать они не будут, никаких серьезных шагов они сделать не могут, и они понимают, что нужно просто зарабатывать не всем элитам, вот этим вот, которые почему-то непотопляемы, например, Бербак. Вот она всплыла теперь в ООН, да, вот она вызывала иронию европейцев и всего мира своими высказываниями как министр иностранных дел, теперь она пошла еще сидит в Нью-Йорке и тоже там что-то высказывает. И, кстати, о ней мало пишут, вот был информационный повод, а сейчас опять нет. Ну, она довольна. Я бы сказал, что это слишком, это не дотягивает, это один из элементов. Но если бы политика состояла только в этом, мне кажется, это было бы недостаточно. Вот смотрите, давайте обратно еще один элемент. Вот вчерашние большие публикации. Сегодня, кстати, день немецкого единства, поэтому ничего не публикуется, все отдыхают и радуются в кавычках, потому что, ну, это уже так рутина. Вчера был большой материал о искусственном интеллекте, как он изменит профессии. Это, казалось бы, далеко, совершенно не острая тема, неинтересная, но там очень много, большой материал, говорили с ведущими игроками. Где-то 40% профессий в ближайшие годы может исчезнуть. А в таких странах, как, например, Германия или Франция, это может быть 60% профессий. Соответственно, могут быть очень серьезные увольнения.
или граждан будут призывать к тому, чтобы они переобучались. В Сан-Франциско, в других центрах специалисты рассказывают с воодушевлением, как в их лабораториях искусственные руководители отделов набирают искусственные команды исполнителей, которые разрабатывают вакцины от возможных вариантов ковид. Или как те или иные искусственные руководители разрабатывают модели развития тех или иных областей нашей индустрии и технологий. Еще раз, это искусственный лидер отдела. Это виртуальный инженер, который набирает виртуальную команду, которая занимается виртуальными проектами, которые потом становятся реальностью. И вот здесь экономисты спрашивают, это я ухожу от вопросов расовых, от вопросов, значит, кто европеец, кто нет. Я перехожу на общечеловеческий уровень. А вот если к 30-му году или к 40-му году исчезнет 40 или 50% профессий, и так западное общество слишком бедное. Оно беднеет. И это знают и в Европе. Это со стороны Украины может показаться, что Европа это богатая страна с бедными людьми. И, конечно, инфраструктура, защита пока и так далее. И вот если эти профессии будут исчезать, экономисты и политики уже начинают дискутировать, но все переучиться не смогут. Это громадный выброс безработицы. Это люди действительно ненужные. Поэтому нам нужно думать о базовом доходе уже сейчас. Базовый доход предполагает, что мы садим большую часть населения богатых стран на определенный уровень такого, вы знаете, дома престарелых или дома для детей-сирот, которые сидят на определенном рационе питания, им дают какую-то одежду. Если кто-то что-то там болеет, ему что-то вкалывают, чтобы он не волновался. И вот эти люди, сотни миллионов людей, живут в пространстве, которое трудно назвать прекрасным обществом 21 века. Потому что их судьбу решают немногие. И вот я возвращаю вам этот мяч. Заработать сейчас, взять куда-то деньги в кавычках и куда-то смотаться, это не 21 век. В этом 21 веке денег может не оказаться. Их заработки в другом. Это не заработки денег, это не виллы. Понимаете? Потому что завтра денег может не быть. Или завтра деньги поменяют статус. При полной прозрачности распределения доходов и расходов уже не своруешь. Речь идет о монетизации власти, монетизации управления. Это пострашнее вещи. Когда меньшинство владеет большинством и определяет, а вот как в этом блаженном большинстве, сколько нужно калорий, как нужно, где они должны, эти люди, жить, потому что они никому не нужны. Эти люди никому не нужны. И они, но их же мы не можем утилизировать, они должны каким-то образом Подождите, существовать. почему не можем? Можем. Ну Войну вот затеять. вы опять пытаетесь вторгнуться с вот вещами, за которые нас отключат. Ну так, подождите, войну устроить. Ну вот давайте так. Мы забыли о понятиях. Ну, Вообще, конечно, для тебя они устраивают войну, вы понимаете. Они, европейцы же воевать не собираются. В этом уже, я бы сказал, таком знаменитом, который я сделал, большом интервью Макрона, он обвиняет Байдена и говорит, что Байден, негодяй такой, но он так мягко сказал, уже в начале 22 года объявил, что ни один американский солдат не будет воевать за Украину. Это, он говорит, знак слабости. Это знак слабости. Мы дали Путину сигнал, что мы слабы. Соответственно, ничего нельзя, как это его знаменитая формула еще двухлетней давности, ничего нельзя как бы, ну, отменить. То есть, ничего нельзя оспорить. Все возможно. Вот, все возможно. Мы должны дать Путину знак, что все возможно. То есть, и возможно присутствие наших военных на территории Украины. Возможно, более активная поддержка Украины. Потому что, когда невозможно, Байден сказал, нет, ни при каких обстоятельствах. Это знак слабости. Соответственно, я как логик говорю. А знак силы тогда в чем? Играть круче Байдена.
говорить о том, что, ну, возможно. И когда мы играем с Путиным в такие игры, мы говорим, возможно. Возможно сбивать самолеты российские. Возможно использовать войска НАТО на территории Украины. А Трамп сказал не только границы 91 года, еще и дальше. А наш бывший президент с такими манжетами, как английский лорд, в очочках с такой причесочкой, в очень шикарном, неприлично богатом интерьере, говорит своим привычным голосом 2004-2005 года на Москву. Знаєте, хлопці, я вам скажу, на Москву. Вот вы думаете, что я сказал просто, это треба на Москву. И вот в этой всей ситуации безответственности мы понимаем, что вот это азартная игра. А то, что говорите, использование людей, пока даже Байден и его команда понимают, что ни один западный военный не должен там присутствовать, ну, как кадровые войска, потому что, естественно, речь идет о советниках. Подождите, почему тогда? Вот, кстати, вот это определенное футуристическое описание ну, модели общества, да? Я хотел вам показать, что деньги завтра могут не играть такой роли. И воровство денег ни к чему не ведет. Это более высокие ставки. Я Это борьба за власть. Нет, я считаю, что... я с вами согласен, конечно, да, и монетизация управления, просто деньги могут иметь другие формы, мне кажется. Вот и все. Конечно. То есть тут дело... Смотрите, бог денег, не надо преуменьшать его силу, и они там плечом к плечу с богом власти ходят, вот это в отношении элит. Причем мы обсуждали европейские элиты. Давайте перейдем к украинским. Ну вот если так разобраться, ну или попробовать, ну вот опираясь на изложенное вами выше, да, это модель, все плюс-минус думающие люди, они в принципе понимают, что где-то так и получается, да. Волнуешься, укололи тебе чего-нибудь там. Хочешь какой-то там, вот тебе выписали на карточку поддержки ДИА, например, там какой-нибудь там, чтоб ребенка отправил в школу. Ну, какой-нибудь паёк, да, тебе выдали. Что-то еще там, вот стипендию подняли. Ничего, нормально, то есть как бы и вот это вот так вот балансируется. Так Украина, получается, и отношение украинских элит к украинской, ну, скажем, общности, народу, да, к украинскому, это ведь тоже большой эксперимент. Причем мы не находим, вот я хотел привести аргумент вам, что вот война России и Европы, да европейские народы все, ну как, они, да, они со своей спецификой, они там разные. Ну, по большому счету, никто нет враждебных каких-то, ну вот там, да, каких-то порывов, да. Все очень мирные, по-своему рациональные, по-своему там смешные, сумасбродные, ну, черты народов. И как бы они Главное не живут. читать польскую прессу о Германии. Да. Тогда кажется, что все в порядке. Вот. И в принципе они как бы с Россией воевать, да, ну бог с ним. Что не так с украинцами, что к ним так относятся? Вот задали очень простой вопрос, простой, но на самом деле, чтобы на него ответить, это нужно очень вести долгий разговор с фактами и цифрами. Но давайте я просто кратко, пусть простят меня за краткость. Дело в том, что Украина, это не только Украина 91 года, это более длительная история, скажем, 20 века. В Украине, во-первых, личность не имеет особой ценности, несмотря на то, что мы так заявляем. Ни в России, ни в Украине. Здесь мы похожи. Здесь не надо говорить, что вот мы европейцы, а там какая-то вот татаро-монгольская ига. И действия политиков совершенно не связаны с тем, что происходит в стране. Потому что это начиная где-то с 4-5 года, а усилилось с 14-15 года, все, кто находится в политике или на верхних этажах, они вообще не представляют украинское общество и украинское государство как таковое. Вот мне говорят, а какое право вы имеете говорить об Украине? Вы на фронте, вы вот там, вы это делаете. Кто вы такой вообще? Интеллектуал. Заткнитесь. Вот это все, вот украинская элита, вот представители Украины. Но Это золотыми буквами, знаете, вот когда въезжаешь в Украину, ну, вот, конечно. интеллектуал, заткнитесь. Заткнитесь. Вообще заткнитесь, да. Так вот, возьмем
ну, какого, скажем, такого среднего представителя элиты, Кулеба, например. Вот какое дело, какое отношение имеет Кулеба к украинскому обществу и к тому, как живут в Украине люди и чем они живут? Как только он получил отставку, вдруг пошла какая-то доза гламура. Почему-то показывают его как кухни приемные, что он любит, что он не любит. Он раздает рецепты. Человек, который вот преподает там, делает это. У него все в порядке. И да, он может иногда сдвинуть брови и сказать, да, вот трагично, вот идет война, и вот что-то такое. Но его жизнь, она никак не связана с тем бременем, которое несет украинский гражданин. И у этого человека всегда есть дополнительный аэродром. Данилов исчез, потому что у него тоже есть аэродром. Или там, не знаю, наш уже не бывший, а еще до этого бывший министр обороны. И так далее. То есть это условные украинские политики. Это люди богатые. Их богатство не соразмерно отчетности, которую они представляют публике. Я имею в виду, как бы, сколько реально есть доходов у человека. Эти люди прекрасно адаптированы к Западу, то есть они могут, у них там есть недвижимость, они могут в любой момент уехать. И, соответственно, все их решения никак не связаны с будущим страны. Потому что это вообще нужно поднять и социологию, и исследования, это я давно говорил об этом, поименно. Кто остался от элиты оранжевой революции и где они сейчас находятся, что с ними произошло. Кто и что произошло с лидерами, скажем, революции 2014 года или переворота, как это все описывать. То есть мы видим, что эти группы постепенно, кто имеет какой-то крупный бизнес, они просачиваются куда-то на запад или в какие-то другие точки, Дубая, например. Здесь у них совместный бизнес, источник заработков в Украине. Даже война превращена давно в источник заработков, то есть это зарабатывание на войне. Можно являться в военной форме, делать постные скорбные лица. При этом приходить домой и считать, сколько кто где получил, какая прибыль пришла и так далее. И я за них вообще не волнуюсь. Но ваш вопрос, вы человек, регулярно изучающий новости и анализирующий прекрасно, но вы намеренно задали наивный вопрос. Мой контрвопрос, а почему украинский политик, представитель элиты, должен волноваться за украинского гражданина? Где это прописано? Где, когда украинский политик демонстрировал какую-то озабоченность жизнью и развитием какого-то региона или какого-то украинского гражданина? Где прецеденты? Это в эмиграции пытается Азаров говорить, что вот их власть была единственной, которая там пыталась думать и так далее. Но он не договаривает, да, человек умный, мудрый, но не договаривает, что откатов тоже было, дай Боже. И на 2012, когда был чемпионат Европы и прочие вещи. Но, по крайней мере, строилось что-то, и это Детский было... сад, если честно, ну, в сравнениях, масштабах. Все же как Да, но остается в это же сравнении. было, но это, да, Были, да, но это были. было, понимаете? И что они могут предъявить? Ну, мы можем предъявить стадионы, мосты, более-менее, скажем, какую-то инфраструктуру и так далее, какой-то приехали люди, заплатили деньги, то есть европейцы и так далее. Но это тоже было, поэтому, естественно, забота была также и о людях, окружающих Януковича, его команду и так далее. Сейчас это просто масштабировано до предела, и уже нечего предъявить. Вначале хотели предъявить какие-то символические вещи. А зато мы демократия, а зато мы бастион, а зато мы свобода, а там рабство азиатское. Потом мы дошли до того, что КМИС, который превратился в инструмент пропаганды, это уже не социология. И когда мы говорим, а что вот, а как вы отреагируете, это уже пропаганда. И КМИС запускает вопросы, которые гораздо более неполиткорректны, чем ваши вопросы о том, кто такие европейцы, Александр. Но это принимается как нормальный вопрос. Насколько вы принимаете формы вот насильственной украинизации, а вот штрафы, запреты и там вы как...
Сама постановка вопроса уже авторитарная. Это диктаторский образ мышления. В смысле, как вы относитесь, что те, кто говорит на русском, им будут шевроны пришивать, и они будут в человеческих зоопарках жить? И все будут показывать пальцем, это последний русскоговорящий. Мне скажут, это абсурд, это не корректное сравнение. Но если это сделать частью опроса, найдется 30-40% людей, которые скажут, мы за. Дело не в том, сколько людей за или против. Дело в том, какие вопросы вы задаете. И если вы будете задавать вопрос, а можно ли есть людей, или можно их убивать на улице. Кстати, вот волна такого насилия, за замечание людей избивают. В Украине люди психологически на грани. То граната взорвалась, то проломил кто-то кому-то череп за невинное замечание, или на линии, скажем, где велосипеды паркуются, или в очереди и так далее и тому подобное. То есть уже общество превращается в такие вот достаточно напряженные социальные отношения. Вопрос, если поставить, найдутся люди. Но это уже сбой общества. То есть уже нельзя и свободу, и демократию предъявить. Тогда что вы можете предъявить? Ну, тогда вот сейчас Блэкаут в Москве. блэкаут в Москве. Но это, опять же, игра азартная и безответственная, потому что на блэкаут в Москве Москва может ответить 3 блэкаутами в Украине. И опять же, Financial Times, это вот позавчерашняя новость, анализирует и показывает нам эти страшные цифры, что ракеты России научились обходить украинское ПВО, и уровень сбиваемости или успешности летом был 36%, а в сентябре он упал до 6%. И мы читаем в украинской прессе, как хорошо работает наше ПВО, фактически чуть ли не 95% успех, а тут проклятая, значит, западная пресса говорит о 6%. О 6%. А, по-моему, в начале октября там все ракеты были, ни одной ракеты не сбили. И в этой ситуации говорить о том, что мы устроим где-то кому-то блэкаут, это верх безответственности, понимаете? Это значит, что мы готовы, я готов подставиться и утверждать, что мы готовы сделать своих граждан заложниками, мы готовы эксплуатировать те картинки, которые мы можем предъявить мировому сообществу. Хотя вчера мы говорили о том, что хотим устроить блэкаут в Москве. Или помните, когда Си приезжал, там был парад, рассматривали серьезные вопросы, ударить по Красной площади или нет. Я это к тому, что сам запуск таких тем для Украины, это Макрон может там резвиться и говорить все возможно. А Украина находится в той ситуации сейчас, вот подходит к той грани, когда вот эта риторика и игра в мачо, а вот мы сделаем блэкаут, а вот в принципе Сырский приехал с фронта и говорит, да нет, все нормально, ну что, мы продолжаем все отвоевывать, все идет по плану. А потом мы видим, что по этому поводу говорит Путин на Валдае, и если врет один и врет другой, картина не складывается. Ну, естественно, врет Путин, безусловно. Сырский же врать не может. То есть мы исходим из аксиоматической системы. Путин всегда врет, украинская элита всегда говорит правду, правильно? Зеленский же врать не может, Сырский врать не может. Подтвердите, Александр, что тут головой мотаете? Просто понимаете, тут такая Не может же история. врать, не может же врать украинский президент, Тут правда? такая просто история, понимаете, когда вот вы так сравнили Путина и Сырского, очень точное сравнение. У нас же это даже не обсуждается. Вот мы начинали с вами беседу. Потому что это аксиоматика, Путин всегда врет, понимаете? То есть Это не мы обсуждается. начи- А Сырский это хороший боевой генерал, он Да, всегда мы прав. начинали с вами беседу с валдайской речи. Там же прям отдельно, прям Да. нарочито. Значит так, сентябрь месяц, 44 тысячи погибших в ВСУ и разного рода потерь. 44... Пропаганда, грязная кремлевская пропаганда. Так 44, подождите, у нас всего 38, или сколько там Зеленский говорил, да, за все время войны погибшими. Ну, то есть абсолютно. СЗЧ,
Процентаж он дает. Луганской области 0,13% не контролирует российская армия, 2/3 Купянска. То есть вот эти все моменты, от них А даже... немножко запнулся, ему подсказывал собеседник, немножко не вспомнил Херсонскую область. И вот это уже приятно. Хотя, в отличие от Зеленского, Путин держит информацию и готов на долгие периоды речи с цифрами, с фактами и с многими вещами по-прежнему долго. По-прежнему мозг работает очень хорошо. Для Украины это плохой знак, но то, что в отличие от Зеленского, который не может в течение 3 минут связно развернуть мысль, диктатор, которого объявили стариком, и вот там два старика собираются и несут бред, вот наш президент говорит, старик несет бред, он скоро умрет. Но старик демонстрирует способности рассуждать долго с цифрами, с географическими названиями. И здесь тоже что-то не складывается. Поэтому нужно менять, это ваш второй вопрос сегодняшней беседы, нужно менять информационную политику в Украине. Если Путин говорит о каких-то цифрах, хватит делать военную тайну. И тогда говорить, нет, у нас есть другие цифры, и мы их можем подтвердить. Но не говорить опять 40-50 тысяч с 22 года. Но тогда мы знаем данность и знаем, как из этой данности не блефовать, а как обращаться к своим гражданам и говорить, что мы можем сегодня, что не можем. Мы не можем не потому, что так Зеленский захотел, а потому что мы пришли к каким-то данностям, твердым фактам, которые являются человеческими ресурсами, экономическими ресурсами, техническими ресурсами. И исходя из них, работа там ПВО той же, исходя из них мы должны принимать неприятные решения. Но политика идет на взвинчивание. Вместо того, чтобы говорить так, говорят по-другому. Мы начинаем все больше успехи ощущать на фронте. Не все так плохо. Ну, вы же И понимаете, что тогда... вернулись, смотрите, я завершу мысли, вернулись к риторике начала 22 года. Эту риторику запустила не Украина, эту риторику запустил министр обороны Соединенных Штатов, несколько ключевых в Белом доме людей, которые говорили о том, что мы уничтожим российскую экономику за несколько месяцев. Они перестанут существовать, мы их уничтожим. Это были очень жесткие высказывания. И сейчас Украина взяла из своих шкафов, украинская элита, я имею в виду, потому что я не хочу с ними Украину отождествлять, взяла эту риторику и опять ситуация на фронте хорошая. Я говорю, как хорошая? Ну подождите, там же еще экономика рушится. И по нашим данным, через каких-то полгода им нечем будет стрелять, неким будет воевать и так далее и тому подобное. То есть они пошли по второму кругу или третьему кругу. А это значит, что со своими гражданами они не хотят по-прежнему говорить. И когда Путин говорит о 40 тысячах там, не за 22-25 год, а вот за последние месяцы, да, тогда мы должны предъявить свою статистику, зрелую, подтвержденную, и описание фактов, и сказать, так, наши дорогие граждане, давайте уже решать этот вопрос. Что мы можем в этой ситуации реально? Политики взяли курс на мифотворчество. Если мифотворчество, и это мифотворчество, к сожалению, поддерживается Брюсселем. Вот в чем проблема. Вот если бы Украине дали понять в Лондоне и в Брюсселе, что давайте ближе к реальности, давайте быть ближе к фактам, вот такие вещи устраивать было бы не очень, камильфо. Не очень удобно украинской власти. Она бы оказалась в информационной изоляции. Но Украину... Смотрите, Трамп не хочет поддерживать эту ситуацию. Вот этот вброс о российской экономике, я думаю, послезавтра он скажет что-то другое. То есть это такой на песке строить дом. На высказываниях Трампа строить стратегию, это как строить дом на песке. Завтра он скажет, что у вас, да, у них там рушится, а у вас уже разрушено, ребят. Я не сказал вторую часть фразы, понимаете? Там еще разрушится когда-то, а у вас уже этого нет. Поэтому давайте снова ищите пути к дипломатии. Но если взяли курс на мифотворчество с помощью Брюсселя,
Мы возвращаемся к третьему вопросу, значит, кому-то в Брюсселе это нужно. Андрей Олегович, я в завершении нашего... Понятно, что всем хочется знать, когда закончится война, но мне Я кажется... скажу более четко. Зеленскому позволено так говорить. Зеленскому позволено заниматься мифотворчеством. Ему дали зеленый свет. И он старается. К Зеленскому сожалению. зеленый свет, да. Знаете, конечно, хочется о перспективах завершения войны, но мне кажется, что это как вот у Булгакова, да, разруха в головах. Вы человек, который книги пишет, читает Так. книги физически. Вон сзади вас сколько книг, понимаете? Но это я не с точки зрения иронии там, по отношению к вам или там, по отношению к чтению. Вы очень удачно это все как бы разложили по поводу того, что можно сейчас посмеяться над Путиным, сказать, что он не ходит в интернет, да, а ему приносят все в папочках. А можно сказать, он книги читает. Он берет, открывает книгу и читает. Он на этом Валдае прочитал Пушкина. Мгм. То есть, прям взял книгу, открыл, прочел, понимаете? То есть, все. И так вот все как-то так вот покрутили в Украине, да, имеется в виду наши пропагандисты и все остальные пальцем у виска. А вы можете представить себе Зеленского с книгой? А Я- Такеру он дал копии архивных исторических документов. Над нами тут у нас тоже смеялись и так далее, но трудно себе представить Зеленского, который работает в архивах, вот он очки одевает иногда, когда что-то читает. Вот представьте Зеленского в очках, работающего в архивах украинской истории, собирающего материал и выкладывающего какую-то свою версию истории. Ну, Ну, то есть это... абсолютный нонсенс. И вы знаете, вот это вот меня поразило событие, которое я хочу, чтобы вы прокомментировали. Петровка, известнейший украинский в Киеве, да, рынок книжный. И кто там, Киев или рядом, или просто бывал в Киеве, или заезжал в Киеве, все знают о нем. Ну, его там почаянно переименовали, потому что Петровка там, ну, понятно. Но рынок есть. И, внимание, война, тревоги сейчас ну, участились, то есть там и днем, и утром, и, в общем, и эти дроны и бьют по энергетике, инфраструктурная война тяжелейшая, когда там 6 часов, там, например, тревога в Киеве, потому что дроны какие-то летают, и их как-то не могут сбить, и они там что-то поражают, давка в метро, да, то есть, и вот Петровка, наряжаются в какие-то там костюмы химзащиты, с рупорами, в общем, Мгм. рейд устраивают. Русскоязычные книги на Петровке. У кого Мгм. находят, опечатывают. Там Ну, очень правильно. одну женщину назвали кацапкой, другую там еще, в общем, там, ну, понятно, что... И так, простите, пожалуйста, ну, давайте откровенно, это же не шмотками торговать на рынке, это же не какими-то продуктами. И так вот этот рынок книги, да, вот, ну, терпит из-за войны серьезный урон. И эти люди, которые там находятся, изворачиваются, чтобы какое-то издание, где-то что-то, как-то продать. У меня в комментарии, когда в телеграм-канале я ну, разместил вот эту историю с Петровкой, люди пишут матом благим, елки-палки, сижу в Украине, не могу книжку купить. Ну, то есть, по-русски книжку, то есть ту, Мгм. которую я хочу прочитать, я ее не могу купить. А мы устраиваем вот такую историю. Что вы думаете по поводу этого? Вот пока есть Только такие рейды, купить, будет и война. не только купить, но еще и издать, потому что многие украинцы, кроме украинского, для них важен русский, и они могут писать на русском языке. Это значит, что отрезается целая сфера творчества, научных исследований, литературы, философии и так далее. Хотя, например, я писал на украинском, но э, книга на русском языке сразу получает более широкую аудиторию. Тут первый тезис очень простой. Все это порождает спрос на книгу, на русскую книгу. И, возможно, это тайный ход каких-то элит, которые решили вернуть печатное слово молодежи. Молодежь любит запрещенку. И многие люди, я понимаю, что для многих будет дорого, для многих недоступно, ну, будут передавать из рук в руки. Кто-то будет покупать из-под полы. И это нельзя задушить. Вот люди не понимают, что
Говорит, как вы, раз там люди гибнут, на дома падают ракеты, а вы рассуждаете о каких-то книгах, какой-то Петровке, опять эта пропаганда. Что такое книги по сравнению со страданиями людей? Но дело в том, что Мария Ефимовна Сергиенко переводила исповедь в Чернигове, родившаяся под Черниговом, в Ленинграде в блокаду. Книга – это не второстепенное, ненужное, какое-то для элиты рассчитанная роскошь. Книга это необходимость для человека. И если вы атакуете эту сферу, вы просто атакуете более глубокий уровень человека. Так что вот мой ответ очень простой. Это опасные игры, и это задушить нельзя, это потребность. Это потребность. Так же, как религия, не знаю, литература, язык. Это вещи, не подотчетные государству. Пока этого не понимают, это молодые вот эти все как бы менеджеры от политики, они не понимают, что они вторгаются в сферы, которые не в их власти. Ну, слава богу. Они просто усложнят на временно жизнь этим людям. Но это потребность глубинная. Это не игры в идентичность. Андрей Баумейстер был моим собеседником сегодня. Я благодарю вас за время и мысли. Спасибо, друзья, что посмотрели это видео. Пожалуйста, поставьте лайк, напишите, что думаете. Подпишитесь на Андрея Баумейстера на YouTube. И, конечно, напишите, вот что вас зацепило в нашем сегодняшнем разговоре. Очень интересно будет почитать ваши комментарии. Не забудьте лайк поставить. Добра и света в каждый дом. Увидимся.